Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня мы находимся в Новом Свете и отправимся в одно интересное место, которое называется Скамейка Михаленко. Мы там полюбуемся сегодня штормом и, конечно же, хочу показать вам зимний закат. Но если облака нам не помешают. На улице у нас ветерок, на море шторм. Я до конца месяца буду в Судаке, но 2 дня ближайших не ждите меня на ютубе, потому что мы с компанией решили выехать в лес на 2 дня с палатками, пожить, так скажем, в лесу. Поэтому ждите видеоролик из леса, подписывайтесь на канал, если вам интересен такой контент. Конечно же, друзья, прошу всех поставить возле кнопочки подписаться колокольчик, потому что у многих он не стоит и многим не приходит оповещение о выходе моих новых видеороликов. Но мы давайте ускорять свой шаг, чтобы успеть к закату добраться до этого места. Погнали! К сожалению, солнышко у нас прячется за тучи, но, надеюсь, хотя бы шторм на море мы увидим. Возможно, еще поднимем в воздух квадрокоптер, посмотрим на штормящее небо с высоты птичьего полета, если, конечно же, не будет сильного ветра. Но пока, друзья, идем по можжевелой роще, дышим этим чудесным крымским воздухом. Обязательно приезжайте в Новый Свет, потому что это жемчужина Крыма. И дождитесь меня на ютубе, потому что в феврале, после этого месяца, январь заканчивается, в феврале я отправляюсь в путешествие по Крыму. Постараюсь объехать максимальное количество городов, максимальное количество интересных мест. Все, что, поэтому какое место вы хотите увидеть, обязательно пишите в комментариях. Может, вы знаете какую-то интересную достопримечательность, в которой вы были и которую хотите снова увидеть. Поэтому жду всех ваших предложений, что мне вообще по всему Крыму можно снять, какие интересные места вы бы сами хотели увидеть. Поэтому, друзья, февраль у нас будет, я думаю, супер насыщенным месяцем. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь, что мы с вами все объедем, все снимем самое-самое интересное. Ну, мы уже приближаемся к мысу Капчик, идем по можжевеловой роще. Это, конечно, чудо природы, этой рощи. Здесь такой чистый, насыщенный воздух. Обязательно приедьте, подышите им. Солнышко, конечно, тучки спряталось за тучками, но надеюсь, что расстояние вот такое, где до моря остается, оно там еще нам посветит, так скажем, и мы сможем встретить шикарный закат. Ну, я очень на это надеюсь. Тучи, расходитесь, нам нужно снимать видеоролик. Кстати, после прошлого видеоролика, когда я показывал скамейку Михаленко, мои зрители там оставили для меня подарочек под камнем. Сейчас пойдем посмотрим, не забрал ли его кто-нибудь. Это было, недели 2-3 назад, наверное. Я совсем забыл про него и вот сейчас вспомнил. Заодно проверим, что они оставили. Распакую, покажу вам. Но мы уже с вами вышли на мыс Капчик, друзья. Здесь снимался фильм «Спорт Лото 82». Но не полностью весь фильм, а некоторые его кадры. Ой, там что-то на моем месте очень много людей уже отсюда вижу. Что вы там делаете? Уходите оттуда. Ладно, идем. Друзья, вы только посмотрите на это бушующее море, на эту стихию. Ветер здесь безумно дикий, коптер точно не взлетит. Но море просто невероятно. Еще солнышко сейчас должно у нас пробиться сквозь тучи. Царский пляж полностью он заливает водой. Поэтому сейчас там пляжика нету, никто там не искупается. Конечно, море выглядит невероятно красиво, как будто кадры из каких-то фильмов. Посмотрите на эти большие волны. О, с высоты, конечно, все это выглядит невероятно. Аж дух захватывает. У меня стоял здесь на краю скалы. Но согласитесь, кадры того стоят. Просто какая-то фантастика. Шикарно, смотрите. Ради вот этих кадров стоило сюда ехать. Если присмотреться, вдалеке видна гора Медведь. Там лучи солнца тоже пробиваются сквозь тучи к этой горе. Надеемся, что оно сейчас нам покажется. Хотя бы на секундочку, солнышко, давай, мы ждем. Ну, красота просто неимоверная. Ну а с этой стороны Капчика море уже, смотрите, такое спокойное. Не сравнить, как с той стороны оно бушует. И вот этот цвет воды, он снова здесь такой же. Невероятный. Вон вдалеке Меганом. На Меганом, кстати, падают лучи солнца прямо на маяке. Изобрели бы когда-нибудь телепорт, чтобы можно было телепортироваться к маяку прям туда. Было бы вообще круто, получили бы крутые кадры. Но к маяку мы обязательно еще вернемся. Зимний маяк со снегом я уже вам показал.
Теперь ждем весны, когда расцветут цветы. Там очень много на маяке цветов цветет. Я вам все это обязательно тоже покажу. Поэтому, кому интересно смотреть на Крым, я его показываю в разные времена года. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать самые интересные видеоролики с замечательного полуострова, друзья, которые я буду вам показывать. Ну, сейчас мы движемся по капчику. Идем к вон той скале в море, которое находится. Нам нужно аж до того камня, получается, дойти. И оттуда уже тоже сделаем подсъем. Ну что, мы уже приближаемся к скамейке Михайленко. Посмотрите на это бушующее море, на гору Караул-Аба. По-другому еще называют гора Носорог, потому что своим очертанием напоминает носорога. И у нас лучи солнца немного показываются, но еще оно не вышло. Надеюсь, что сейчас еще стрельнет у нас под конец солнышко. Но смотрите внизу, какие волны огромные. Вот здесь, кстати, я купался с медузами. Все помнят этот видеоролик с медузами. Он снимался вот здесь внизу. Ну и все, друзья, подходим к этому месту. Посмотрите, как же здесь красиво. Правда, сейчас дует холодный зимний ветер. И, собственно говоря, вот она, скамеечка Михайленко. Находится она, прям, это природная скамейка. Вот, видите, это сосну. От нее отходит веточка, на которой можно сидеть. Сразу говорю, друзья, прошу вас, не ломайте ветки ни сосны, ни можжевельника, не бросайте свой мусор, потому что это очень плохо. Вредит природе. Ой, ветер какой. Вот эта скамеечка. Садитесь на нее и любуйтесь буйством стихии, этим морем. Кстати, человек с фотоаппаратом внизу — это Роман Колесников, председатель наш Новосветского фотоклуба «Отражение», в котором я, кстати, состою. Можете в интернете прописать Роман Колесников «Новый свет» и посмотреть его фотоработы. Они шикарные. Мне еще учиться и учиться до его уровня. Но смотрите, какое море, какие волны. Это просто, друзья, невероятно. Конечно же, мы сейчас спустимся поближе к воде. О, солнышко выходит, вообще замечательно. Давайте присядем на нашу скамеечку. Где-то здесь, под каким-то камнем, мне оставили мои зрители какой-то подарок. Давайте сейчас его отыщем и посмотрим, что они там мне оставили. Мне самому очень интересно, я не знаю. Только под каким камнем? Надеюсь, что под этим. Да, вот, друзья, пакетик. Закладка, скажет. Сейчас посмотрим, что в нем. А пока солнышко вышло, дайте солнышко подсниму для вас, пока оно не спряталось. Нам нужно снять солнце, а потом подскажу, что там они прислали мне. Смотрите на это море, друзья. Просто какая-то фантастика. Здесь еще бывают шторма, но они бывают без ветра. Сегодня ветреный такой шторм. Накат волн идет огромный. И вот такая красота. Просто у меня нет слов, чтобы вам все это описать. Да, солнце у нас стрельнуло, друзья. Закат мы с вами увидели зимний, настоящий, с настоящим зимним штормом. Это просто невероятно. Скажите мне, что может быть лучше, чем зимний закат? Красота неописуемая. Посмотрите на новый свет. Вот эта сосна знаменитая. Это скамейка Михайленко. Запомните, обязательно ее нужно посетить, если будете здесь летом. Но, к сожалению, сейчас в Новом Свете погибло из-за засухи много сосен. Надеюсь, что хотя бы это выдержит, чтобы она жила очень долго и долго. Очень на это надеемся. Друзья, солнце вообще хорошо прострельнуло. Смотрите. Давайте прям к морю как-то подойдем, что ли. Главное нам не упасть. Воу, вот это да. Кто еще вам покажет такие шикарные, красивые кадры, если не я? Просто фантастика. Так, друзья, сейчас, скорее всего, сделаю еще подсъем на iPhone, потому что iPhone передает картинку покачественнее, поярче, цвета более приближенные к настоящим. GoPro, конечно, в этом плане намного отстает, но она удобнее, компактная. Здесь можно микрофон пальцем закрыть, что я сейчас и делаю. Но красота неимоверная просто. Бушующее море на фоне этих гор. Посмотрите на волны. Это невероятно.
Да, друзья, вот такое море зимнее бывает у нас. Зимние шторма. Я думаю, что еще в феврале будут сильные шторма. Они обычно февраль-март. Но я буду вам обязательно все показывать, держать вас в курсе событий, самыми красивыми кадрами и самых прекрасных уголков Крыма. Все, включаем iPhone. Съемочка будет сейчас на... Друзья, бушующее море. Я на это смогу смотреть, честно говоря, вечно. Это просто фантастический вид. У меня аж дух захватывает. Такая невероятная красота. Вот летом вы такого точно не встретите. Солнце еще садится у нас в море. Летом оно садится вон туда, за горы. А зимой в море шторм. Что может быть лучше? Еще и закат. Еще и мы с вами на скамейке Михайленко. Просто фантастика. Давайте посидим. Здесь можно присесть, подумать о чем-нибудь, о своем. Конечно, это фантастика, друзья. Виды невероятные. Такой шторм мощный, прям действительно мощный шторм. Волны разбиваются о скалы, брызги летят на десятки метров. Конечно, красота. Вот такая у нас бывает в Крыму. Круто. Ну и сейчас уже скоро солнышко спрячется у нас, сядет в море. И все. И нам придется быстренько возвращаться домой, потому что ветер действительно какой-то такой морозный, холодный, прям пронизывает насквозь тебя. Но в этой природе чувствовать себя безумно круто. Так, давайте посмотрим, что там прислали мои зрители, что они мне здесь оставили. Такой пакетик. И здесь, походу, магнитики. Не улетай. Пакетик держим. Здесь еще записка, друзья. Если вы меня слышите, конечно, то ветер такой, думаю, вряд ли. Здесь написано магнитик такой в виде кредитной карты. Прикольный, согласитесь. Давайте записку прочитаю вам. Что на записке написано? Солнышко, не прячься, ты нам еще надо. Так, друзья, ветер дует, неудобно очень. Читаем записку. Привет из Нижнего Новгорода 6.01.2021 года. Евгений и его семья. Евгений, спасибо огромное. Твой магнитик я нашел. Спасибо большое. Но мы отправляемся дальше снимать шторм. Сейчас еще сделаю какие-нибудь подсъемы. И будем возвращаться, наверное, домой. Комтер, друзья, при таком диком ветре мы точно не запустим, потому что его унесет. Но в Крыму, конечно, красота. Посмотрите на эту сосну. Ни в коем случае здесь не мусорьте, не вздумайте ломать веточки, друзья. На деревьях там ничего не нужно выцарапывать. Это все очень плохо влияет на природу. Я вас всех призываю этого ни в коем случае не делать. Просто наслаждайтесь этой природой, этим морем. Это фантастика. Я вам скажу, в Крыму жить это очень круто. Если у вас есть возможность такая, то переезжайте жить на ПМЖ в Крым. Вы не пожалеете. Ну что, решил спуститься поближе к морю. Здесь увидел еще одного человека, своего знакомого, Лев Архипов, экскурсовод, которого вы все прекрасно знаете. Он тоже состоит в нашем фотоклубе. Одни фотографы сегодня собрались на такое буйство стихии, все пришли. Вот он здесь внизу. Здравствуйте. Как вы туда спустились? Коммерческая тайна. Так, нет. Я хочу отсюда волны поснимать. Вы хотите? Штормом смоет. Друзья, вот такая здесь красота, просто фантастика. Давайте тоже спустимся пониже. Надеюсь, мы не помешаем ему фотосъемки. Ой. Вот так фотографируют у нас фотографы. Посмотрите на этот цвет, друзья, на это море. Просто какая-то фантастика. Здесь мы уже спустились максимально близко к воде. Воу! Видели эту волну шикарную? Просто. Еще она подсвечивается оранжевым солнышком. Посмотрите, какая красота, друзья. Это нечто просто. Редкие кадры сегодня смотрите. Аккуратно там. Фоткайте, друзья. Воу! Пошла волна. Аж в объектив камеры нам залилась водичка. Так, сейчас сразу сделаю подсъем на телефон, потому что и закат стрельнул, и шторм увеличился. Я, друзья, просто этого не могу пропустить.
друзья, мы сейчас снимаем просто фантастический зимний закат с штормом. Посмотрите на это небо, как солнце подсветило облака. Это просто что-то невероятное. Наверное, это лучший зимний закат, который мне удавалось снять, по крайней мере, в этом году. Это точно. Посмотрите. Это фантастика. Такая красота. Бушующее море. Скажите вот мне, что может быть лучше этого? Я бы смотрел на это, честно говоря, вечно. Вдалеке вон гора Медведь, ее хорошо сейчас видно, она хорошо просматривается. И прям луч солнца там бьет в море. Посмотрите, как все это выглядит красиво. Кто еще показывал вам такую красоту? Это просто невероятно. Так, давайте от ветра немножко отойдем, опустимся на низ. Я просто очень рад, что я сегодня в последний момент бросил все свои дела и приехал снимать сюда закат. Потому что мы сняли поистине фантастический закат, который бывает, наверное, раз в жизни. Посмотрите на эту красоту, на это небо невероятное. Это просто какая-то сказка, кадры из фильмов фантастических. Но нет, друзья, это наш Крым. И такое бывает в Крыму, чтобы вы понимали. Вот такие волны увеличиваются, посмотрите, какие волны идут. Просто красота. Воу. Вот это да. Волны на фоне такого моря, чистое неба и заката, это что-то сказочное. Ну, друзья, здесь вы уже не отвертитесь. Ставите лайк этому видеоролику, делитесь им во всех своих социальных сетях, зовите друзей на канал, потому что я и дальше продолжу показывать вам самые красивые места Крыма. Вот этот видеоролик мне уже самому очень нравится, вот с таким небом. Все, солнышко максимально пробилось, светит сейчас, прям лучами выпадает на меня. Посмотрите на море, оно тоже подсвечивается. Все такое золотое стало, просто какая-то сказка. Да, вот такое бывает у нас в Крыму. Посмотрите на это небо. Я, друзья, честно говорю, не могу нарадоваться этому. Красота. Ну что, друзья, вот такой получился шикарнейший видеоролик. Я надеюсь, он вам понравился. Максимально поддерживайте такие видео, потому что мне очень важно видеть вашу отдачу. Не забывайте приглашать на канал по 3 человека, потому что нас уже 103 тысячи. Движемся только вперед к миллиону. Хотя это невозможно, но все равно, друзья. Это просто невероятно, что мы сегодня с вами сняли. Такой фантастический зимний настоящий закат. Это видео войдет тоже в историю. Подписывайтесь на канал, потому что я и продолжу дальше показывать самые интересные, красивые, экстремальные уголки Крыма. Ну и попрощаемся. С вами был я, Александр Михаленко. Встретимся уже завтра в новом видео. Всем пока. Ролик наш уже закончился, но посмотрите, что я обнаружил с этой стороны. Просто невероятный восход Луны. Фантастика какая-то, смотрите. Просто над Судаком повисла Луна. И стая чаек взлетела непонятно откуда. Слышите, как курлычат? Это все чайки. Ветер успокоился. Смотрите, зашло солнце, и сразу резко успокоился ветер почему-то. И вот такая шикарная красота. Гора Орел. И вот такая луна. И посмотрите на цвет моря. Просто фантастика. Шикарно. Согласитесь. Давайте такой кадр вам сделаю с можжевельничком. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что в инстаграме будут фоточки и истории со всех мест, где я путешествую. Ссылочка на инстаграм в закрепленном комментарии. Всех жду в своем инстаграме, друзья, потому что там вообще происходит самое интересное, прямо с места происшествий, так скажем. Вот сейчас эти кадры туда выставлю. Истории.